За яркими огнями сцен, громкими аплодисментами и фанатской любовью скрываются истории, о которых знают немногие. Многие корейские актеры, которых публика привыкла считать свободными и одинокими, на самом деле давно нашли свою вторую половинку. Они женаты, но предпочитают держать личную жизнь подальше от глаз публики из уважения к семье и спокойствию близких. Сегодня мы расскажем о 10 знаменитых актерах, которые сумели сохранить тайну своего брака и удивить даже самых преданных фанатов. Хён Бин. Тишина перед свадьбой и жизнь после. Он всегда выглядел как воплощение идеального мужчины, сдержанный, харизматичный, с тем самым мягким взглядом, который заставляет зрительниц терять голову. Но даже у тех, кто привык быть на виду, есть моменты, которые они хотят сохранить только для себя. Хён Бин и Сон Е Джин познакомились на съемках фильма «Переговоры», а позже их снова свела судьба в дораме «Аварийная посадка любви». Тогда поклонники заметили между ними особую химию, но оба актера отрицали какие-либо отношения, предпочитая отвечать коротко «мы просто коллеги». Однако спустя время все стало ясно. Чувства, зародившиеся на съемочной площадке, оказались настоящими. Пара начала встречаться втайне от прессы, стараясь защитить их зарождающуюся любовь от внимания общественности. Когда в январе 2021 года СМИ впервые опубликовали совместные фотографии актеров, мир словно замер, два самых красивых человека Кореи действительно вместе. Спустя год они объявили о свадьбе. Торжество прошло 31 марта 2022 года в узком кругу близких и без привычного блеска красных дорожек. Хён Бин выглядел сдержанно счастливым, а Сон Е Джин – нежной и спокойной, словно все происходящее было для них просто естественным продолжением любви. После свадьбы актер стал заметно реже появляться на публике, посвятив больше времени семье. В 2023 году пара стала родителями мальчика, и Хён Бин впервые за долгое время позволил себе настоящее спокойствие. Он говорил в интервью, что «дом – это теперь самое важное место, куда хочется возвращаться». Поклонники восприняли это с уважением. В мире, где личная жизнь знаменитостей нередко становится шоу, он сумел сохранить границы и показать, что истинная любовь не нуждается в доказательствах. Ли Сын Ги. Любовь сквозь испытания. Он всегда казался тем, кого трудно представить вне света софитов. Улыбка, уверенность, талант. Ли Сын Ги был кумиром миллионов и воплощением мечты для многих поклонниц. Но за его успехом скрывалась история любви, которая пережила испытания, споры и непонимание, прежде чем превратиться в крепкий союз. О своей избраннице, актрисе Ли Да Ин, он познакомился через общих друзей. Они начали встречаться в 2020 году, стараясь держать отношения подальше от внимания общественности. Но когда новость о романе все же просочилась в прессу, реакция фанатов оказалась неоднозначной. Некоторые поклонники не приняли выбор актера, а в сети появились даже призывы к бойкоту его проектов. Для любого другого это могло бы стать причиной отступить, но Ли Сын Ги поступил иначе. Он встал на защиту своей возлюбленной, открыто заявив, что его чувства искренние и не нуждаются в чужом одобрении. Эти слова стали для него не просто признанием, а актом мужества, редким поступком в мире, где артисты часто боятся говорить о личном. Спустя 3 года, 7 апреля 2023 года, пара поженилась. Свадьба прошла в Сеуле в роскошном, но закрытом для журналистов зале. На церемонии присутствовали только близкие друзья и семьи. Когда первые фотографии просочились в интернет, поклонники увидели не звездную пару, а двух людей, полных нежности и взаимного уважения. Позже Ли Сын Ги опубликовал рукописное письмо, в котором поблагодарил фанатов и пообещал стать лучшим мужем и человеком, который не предаст тех, кто верит в любовь. Эти слова навсегда закрепили его образ не просто как артиста, а как мужчину, способного любить вопреки давлению славы. Сегодня он по-прежнему активен в кино и на телевидении, но все чаще упоминает, что рядом с ним человек, ради которого стоит быть сильным. И, возможно, именно поэтому его улыбка теперь выглядит по-настоящему спокойной, такой,
какой она бывает у тех, кто наконец нашел свой дом. Сон Чжун Ки. Новая глава и новая жизнь. Когда речь заходит о Сон Чжун Ки, большинство вспоминает его яркий путь, потомки солнца, мировая популярность, бурные аплодисменты. Его имя стало символом успеха и искренности, а личная жизнь долгое время оставалась темой для миллионов обсуждений. После громкого развода с актрисой Сон Хе Гё в 2019 году поклонники думали, что актер надолго закроет сердце. Он избегал интервью о личных чувствах, концентрировался на работе и путешествовал, словно искал покой вдали от суеты. Но, как часто бывает, любовь приходит неожиданно, тихо, без камер и вспышек. В конце 2022 года появилась новость, которая удивила всех. Сон Чжун Ки встретил женщину, далекую от шоу-бизнеса, британскую актрису Кэти Луис Сондерс. Их познакомили друзья в Италии, где актер снимался в фильме «Бок Кён Дже». Отношения развивались спокойно, без публичности, а сам Сон Чжун Ки не делал никаких заявлений, пока не пришло время сказать правду. В январе 2023 года он опубликовал открытое письмо своим поклонникам, где рассказал, что женился на Кэти и что они ждут ребенка. Он написал: «Она – тот человек, кто поддерживал меня, когда я был слаб, и дарил радость, когда я улыбался. Мы мечтаем создать теплую семью, вместе с которой пройдем длинный путь». Эти слова вызвали огромный резонанс. Одни восхищались его честностью, другие обсуждали, почему актер решил все скрывать до последнего. Но Сон Чжун Ки спокойно отреагировал на шум вокруг. «Моя личная жизнь – это не шоу, это реальность, и я хочу ее беречь». С тех пор он стал редко появляться на светских мероприятиях, но в каждом интервью теперь звучит уверенность и умиротворение. Он больше не тот юноша с романтических постеров, а зрелый мужчина, который нашел смысл в семье. Когда фанаты видят, как он улыбается, держа жену за руку, многие понимают, иногда самые важные истории любви происходят не на экране, а за его пределами. Нам Гун Мин. Тихая свадьба без блеска. Нам Гун Мин всегда был тем, кто говорит поступками, а не словами. Его роли глубокие, зрелые, полные эмоций, но сам актер предпочитает оставаться в тени. Поэтому, когда стало известно, что он женился, для многих это было настоящим сюрпризом. Он познакомился с моделью и актрисой Джин Ареум на съемках короткометражного фильма. Между ними сразу возникло взаимопонимание, но их отношения развивались медленно и без огласки. Нам Гун Мин не раз признавался, что ценит спокойствие и не хочет превращать личную жизнь в часть публичного образа. Спустя 7 лет отношений они поженились 7 октября 2022 года. Церемония прошла в Сеуле, вдали от прессы и лишнего шума. Присутствовали только родные и близкие друзья. На снимках, появившихся позже, актер выглядел по-настоящему счастливым, без привычной серьезности в глазах, с мягкой улыбкой, будто наконец обрел дом. В своем обращении к поклонникам он поблагодарил всех, кто поддерживал его долгие годы, и сказал коротко: «Я женился на человеке, с которым хочу делить каждый день». Эти слова как нельзя лучше описывают его характер, без громких фраз, но с глубокой искренностью. После свадьбы Нам Гун Мин стал реже появляться на публике, но поклонники отмечают, что он выглядит более умиротворенным. Возможно, именно это и есть настоящая любовь, та, что не требует доказательств, а просто делает человека спокойным. Чо Чон Сок. Любовь, проверенная временем. Чо Чон Сок всегда выделялся среди актеров не только талантом, но и добротой, которая чувствуется в каждой его роли. Он не гонится за славой и редко попадает в громкие заголовки. Поэтому, когда стало известно, что он женился, новость удивила многих, ведь почти никто не догадывался, что его сердце уже давно занято. Он встретил певицу Гамми еще в 2013 году. Их отношения развивались спокойно и вдали от камер. Они не устраивали совместных интервью, не демонстрировали роман в соцсетях. Все происходило тихо,
с уважением и зрелостью. После 5 лет отношений в 2018 году Чо Чон Сок и Гамми поженились. Церемония была закрытой, только семья и несколько близких друзей. А спустя 2 года пара стала родителями дочери. Когда актер впервые упомянул о семье в интервью, он сказал просто: «Она – мой дом, и ради нее я хочу становиться лучше». Эти слова прозвучали скромно, но в них было больше тепла, чем во многих публичных признаниях. Сейчас Чо Чон Сок продолжает сниматься, но, по словам коллег, с момента рождения ребенка он стал мягче, спокойнее и еще более вдумчивым. И, возможно, именно поэтому его герои на экране теперь кажутся такими живыми, потому что за кадром у него есть настоящая любовь, которая вдохновляет. Чи Сон – любовь, начавшаяся на съемочной площадке. История Чи Сона и Ли Бо Йон – одна из самых красивых и искренних в корейском шоу-бизнесе. Они познакомились еще в 2004 году во время съемок сериала «Последний танец за мной». Между ними сразу возникла теплая связь, но их отношения долго оставались вне поля внимания журналистов. Несмотря на разницу в популярности, Чи Сон всегда открыто говорил, что именно Ли Бо Йон помогла ему стать лучше и спокойнее. Они встречались почти 6 лет, прежде чем в 2013 году официально объявили о помолвке. Свадьба прошла 27 сентября 2013 года в Сеуле. Церемония была утонченной и очень личной, без пафоса, но с атмосферой настоящей любви. Позже у пары родилась дочь, а затем сын. В одном из интервью Чи Сон признался: «Я благодарен за то, что могу просыпаться рядом с человеком, который понимает меня без слов». Эти простые слова лучше любого признания показали, что их брак основан не на громких обещаниях, а на настоящем уважении. Сегодня оба актера продолжают карьеру, но никогда не забывают о семье. И именно эта гармония между работой и личной жизнью делает их примером для многих поклонников. Сачи Сап – свадьба, о которой никто не знал. Сачи Сап – один из тех актеров, кто умеет хранить личную жизнь за 7 замками. Его называют человеком, который не гонится за вниманием и избегает суеты. Именно поэтому новость о его женитьбе стала для поклонников неожиданностью. Он познакомился с ведущей Чо Ин Джон в 2018 году, когда давал интервью для ее телепрограммы. Между ними сразу возникло взаимное уважение, и вскоре они начали встречаться. Но никто об этом не знал, пара предпочла держать все в секрете, не желая лишнего шума. В апреле 2020 года агентство актера неожиданно объявило, что Сачи Сап женился. Без громкой церемонии, без фотосессий, без гостей из мира шоу-бизнеса. Они просто зарегистрировали брак и начали новую жизнь вдвоем. Актер сам позже сказал, что не хотел превращать свадьбу в спектакль. Это решение о 2 людях, и оно должно оставаться только между нами. Эти слова вызвали волну уважения. Зрители поняли, что даже самые известные люди нуждаются в простом человеческом спокойствии. С тех пор Сачи Сап стал появляться в интервью более расслабленным, с мягкой улыбкой. Он редко говорит о семье, но все, кто его видит, отмечают, что в нем появилось особое внутреннее тепло. Кажется, он наконец нашел то, чего всегда искал – тишину, уют и настоящую близость. Ли Сан У – любовь, выросшая из дружбы. Ли Сан У и Ким Са Йон познакомились в 2016 году на съемках сериала «Happy Home». Между ними сразу появилась химия, но никто не воспринимал это всерьез. Актеры просто отлично понимали друг друга. Однако с каждой новой сценой их дружба становилась все теплее, и вскоре они начали встречаться за пределами съемочной площадки. Поначалу пара скрывала отношения, опасаясь внимания журналистов. Но когда слухи стали слишком очевидными, они просто подтвердили: «Да, мы вместе». Эта честность только усилила симпатию публики, фанаты видели, что их чувства настоящие. В 2017 году они поженились. Свадьба прошла в узком кругу семьи и друзей.
без лишнего блеска, но с искренней радостью. Позже Ким Сайон в интервью сказала: «Он мой лучший друг и мой дом». Эти слова тронули сердце поклонников, ведь именно так и выглядит настоящая любовь, без громких слов, но с глубиной и спокойствием. Сегодня Ли Сан продолжает сниматься, а его жена – одна из самых уважаемых актрис Кореи. Они редко появляются вместе на публике, но их поддержка друг друга чувствуется во всем. Это один из тех союзов, где чувства не угасают, а становятся только крепче с годами. Пак Хэ Джун – семейное счастье вдали от камер. Пак Хэ Джун – актер, которого зрители запомнили по сильным и эмоциональным ролям. На экране он часто играет вспыльчивых и сложных персонажей, но в жизни совсем другой – спокойный, сдержанный и преданный семье. Он женат на театральной актрисе А Ю Джин. Они познакомились еще во времена учебы в университете и долгое время просто дружили. Их отношения развивались естественно, без громких признаний и публичных историй. В 2011 году пара поженилась, устроив скромную церемонию без участия прессы. Они воспитывают 2 детей, но актер почти никогда не показывает их публике. Он неоднократно говорил, что семья – это его личная территория, которую нельзя выставлять на показ. Даже в интервью, где журналисты пытались задать вопросы о жене, он отвечал коротко: «Она – мое спокойствие». Фанаты уважают его за это. Ведь при всей славе и популярности Пак Хэ Джун остался человеком, который ставит семью выше карьеры. Возможно, именно поэтому его герои на экране кажутся такими настоящими, ведь за камерой стоит мужчина, который знает, что такое настоящая любовь и верность. Ли Пиль и Мо – любовь, которая началась на телевидении. История Ли Пиль и Мо – одна из тех, что напоминает о том, что настоящие чувства могут зародиться даже под объективами камер. Он встретил свою будущую жену, дизайнера Са Су Йон, во время участия в реалити-шоу «Tasty of Love». Там актер, известный своей сдержанностью, неожиданно показал себя с другой стороны – теплым, внимательным и искренним. Зрители сначала думали, что их отношения – лишь часть проекта, но спустя несколько месяцев стало ясно – все по-настоящему. После окончания шоу они продолжили встречаться и почти не появлялись на публике, чтобы защитить свои чувства от внимания прессы. В феврале 2019 года пара сыграла свадьбу. Церемония была скромной, семейной, без медийного шума. Позже у них родился сын, и актер не раз говорил, что отцовство полностью изменило его взгляд на жизнь. Ли Пиль и Мо остается активным в кино и сериалах, но теперь его приоритеты другие. В одном интервью он признался: «Самый важный момент дня, когда я возвращаюсь домой и слышу, как сын зовет меня «папа». Он не гонится за популярностью и не строит публичного имиджа примерного мужа, просто живет тихо и счастливо. И, возможно, именно поэтому зрители уважают его еще больше. Ведь в мире, где все кажется постановкой, его любовь оказалась настоящей.